Здоровый народ, надеюсь, меня хоть немножко слышно. Думал, не буду снимать начало, там вот это вот всякое утро. Но целую ночь шел дождь. И в прошлый день тоже шел дождь. Сейчас посмотрите, что творится на дороге. В общем, я выезжаю на точку сбора. Все затопило. Бля, я даже не знаю, как ехать. Ой, ладно, поплыли. Ёшкин кот. Короче, глубоко. Накидка с ног слетела. Нет, не так глубоко. В другую сторону. Мне вообще надо ехать в другую сторону. Вот там глубже. Я поэтому в объезд поехал. Тут еще немного суши есть. Ноги на бак. Я вообще почему выехал-то так рано, еще до восхода солнца? Дело в том, что в анонсе было озвучено, что мы встречаемся в 6 утра. Можно видеть, я подъехал в 6 утра, и народа еще практически нет. Я один из первых, кто подъехал. Ну ладно, в принципе, ехал уже не в дождь, нормально, комфортно. Собирают уже народ, чтобы... Вот. Регистрация тут, видимо. В общем, если я правильно понимаю, это самая большая такая сходка энфилдовская в Бангкоке. То есть все филиалы собираются в одном месте. Организаторы как раз, я так понимаю, наш филиал. И просто смотрите, еще только самое начало, уже 3 ряда огромные. Все разные, все что-то переделано. Короче, я сейчас буду рассматривать, что тут за мотоциклы, знакомиться с людьми. Если раньше приезжали по одному, сейчас начали уже группами приезжать. Блин, как мне нравится вот этот обвес на метеорах. Смотрите, кайф вообще. Еще, кстати, один мотик видел, тоже очень кайфово он его сделал. Кофры клевые повесил такие. Сейчас поищу его. В общем, народ тут даже с подругами приезжают. Вообще все парами. Практически. Пойду поищу тот мод. Вот я его нашел. Ну, блин, нормально не подснять, конечно. Посмотрите, какие у него кофры. Вообще необычные. Они под рельеф заднего крыла сделаны. Выглядит очень красиво. Не знаю, может быть, представится возможность его как-то поснимать немножко отдельно. В общем, мне очень нравится вот этот дизайн. Те, кому понравился мой шлем, наверное, меня прикончат. Вот этот подбородок, блин, он очень маленький, он неудобный. Там еле голова, во-первых, помещается. Во-вторых, на него не закрепить никак экшн-камеру. То есть здесь такие вот веревочки должны быть, они привязываются, типа. Но это все не держится нифига. Я просто захреначил на черные саморезы. Держится, кстати, очень хорошо. Я думаю, если их выкрутить, ну там будут какие-то мелкие дырочки. В общем, на что не пойдешь ради того, чтобы осуществлять съемку. В общем, вот такое вот решение. Лайкните, что ли, я не знаю, там. Поддержите меня, в общем, в моем выборе. Ребята, вот это я нашел сокровище. Вы просто посмотрите. Все ручная работа. Просто все handmade абсолютно. Единственное, вот движок роялевский стоит, старенький, 500-ка.
а все остальное handmade вообще. Бля. А нет, там, смотрите, спереди, там, короче, рессора стоит. Сзади хардтейл, здесь на рессоре. Блять, все сделано вообще вручную. Вот это круть. Вот это просто обалденно. Сиденька какая Турала. Ну, очень круто. Смотрите, какая выхлопная труба. Просто обалденный дизайн. Выглядит как будто бы просто прямоток. И... кайф. Вот это красотища. Байки практически перестали подъезжать. Просто оцените масштаб. Я в афиге. Вот еще тут самые опоздунные подъезжают, но тем не менее. Блин, я никогда не видел столько мотоциклов в одном месте. Они все абсолютно разные. Чем-то похожи, но все абсолютно разные. Блин, я вообще практически этот, получается, один из первых. Вот такая огромная тусня. Какой мы будем создавать шум, я даже боюсь представить. Ох, ребят, меня прям переполняют эмоции. Я никогда на таких движухах не был. Причем это все от одного бренда, представляете? Увлекательно было наблюдать за всеми этими мотоциклами, рассматривать их, потому что каждый владелец старался привнести что-то свое, сделать какую-то индивидуальность в своей технике, и большинству это удавалось. Благо, есть огромное количество аксессуаров, которыми люди украшают свой транспорт. Все потихоньку заводятся. Сейчас посмотрим, какой тут звук появится. На то же зависит. Конечно, дает вообще звука хорошего. К сожалению, хоть экшн-камера и оснащена 4 микрофонами, но она все равно не передает этот глубокий рычащий звук. И самое главное, что при работе двигателей вокруг тебя воздух наполняется вот этой всей вибрацией, и ты ее просто ощущаешь собственным телом. Дорогу-то там перекрыли. Нормально. Нужно отдать должное организаторам. Они позаботились о безопасности наилучшим образом. На протяжении всего маршрута нас сопровождала полиция, перекрывали какие-то развязки, если это сложно для перестроения. И вообще, в принципе, старались организовать хотя бы одну полосу специально для нас, если дорога позволяла это сделать. Из-за того, что
в последние несколько дней лил дождь, температура в Бангкоке значительно снизилась, и когда мы выезжали, было даже довольно прохладно, в районе 26 градусов. В сумме с облачной погодой это давало просто идеальную погоду для путешествий. Как я уже говорил, дороги по нашему маршруту были перекрыты, да и в принципе выезд в пригород был довольно свободным, и можно было как следует разогнаться. Не было никаких остановок, да и сам мотоцикл, на удивление, двигался очень даже хорошо, динамично, позволяя раскручивать его на всю катушку. Насладившись самой поездкой внутри группы, я решил посмотреть, а как же это все выглядит со стороны. Решил подобрать какое-нибудь удобное местечко, остановиться, ну и заснять всю нашу колонну. Сам я двигался в головной части колонны, поэтому практически всю ее длину я умудрился заснять. Посмотрите, какое зрелище из всего этого получилось. Чем дальше мы удалялись от мегаполиса, тем больше нашему взгляду открывалось разнообразных полей, лесов и вообще природных просторов. Воздух наполнялся свежим ветром, ароматами местной флоры, и это добавляло определенного колорита всему путешествию. А самая интересная специфика Таиланда в том, что буквально на небольшом расстоянии, может быть в районе 150-200 километров, может очень сильно поменяться окружающий мир от тропических растений до растений средней полосы. И это безумно впечатляет воображение. Ну а мы тем временем добрались до первой локации. Это был храмовый комплекс, где у нас было запланировано небольшое мероприятие. В общем, приехали мы тут на первую локацию. Я уже посмотрел по карте. В общем, приехали в провинцию Супанбури. Это от Бангкока, получается, северо-запад. Вот. Приехали в какой-то храм. Не знаю, что мы тут будем делать, но все очень интересно. Нас пока тут располагают. Какой огромный там гонг. В общем, на удивление, я думал, мы будем ехать очень медленно, потому что колонна очень большая, но средняя, наверное, скорость была 100 по спидометру. И сегодня
Не знаю, что случилось с моим мотоциклом, но я разогнался до 120. Причем 120 набирает вообще легко. Может быть, другой бензин? Я вот недавно заправился на другой заправке, не на той, на которой обычно заправляюсь. Очень интересно. В общем, хорошо едет мотоцикл, прямо разгоняется легко. Может быть, еще то, что сегодня довольно прохладная такая погода после дождей. Может, это как-то еще связано. Я вспомнил, я когда читал план нашего мероприятия, там было, в общем, что-то связанное с уборкой мусора и тому подобное. И вот я сейчас смотрю, здесь написано из бутылок One Ride, и горы просто для переработки мусора какого-то. Я думаю, мы где-то будем что-то такое собирать. Там буквально, не знаю, часик. Вот, в общем, внесем свою лепту в чистоту и экологию страны. В общем, тут пока такая типичная движуха, как в храмах обычно. То есть люди делают какие-то пожертвования, там ставят всякие свечки, палочки всякие ароматические вот эти. Можно какие-нибудь там лотерейные билетики купить. Или вот такими бутылками у них еще продается масло. Привет. Масло продается тоже типа как пожертвование для того, чтобы свечи там горели постоянно в храмах. Вот. Ну, еще какая-то официальная такая часть небольшая прошла там с благодарностями, что типа ребята молодцы, что приехали на это мероприятие. Что вот такой-то день One Ride проходит практически по всему миру, во многих странах в один и тот же день, и типа собралось до хрена людей. Вот, собственно, вся часть. Пока так. Вам точно понравится. Советский мотоцикл за родину. Наряд полковника, блин, я не могу. В общей сложности в этом храмовом комплексе мы провели порядка 1 часа. Для меня, как для иностранца, можно сказать, что ничего интересного здесь не было. Походил вокруг, посмотрел, что есть, как выглядит, купил себе лотерейный билетик и сделал небольшое пожертвование. Вот, собственно, и все. А дальше нашел тенек и немного поспал, потому как раннее пробуждение давало о себе знать. Дальше мы отправились на новую локацию. Чем дальше ты продвигаешься от Бангкока, тем больше зелени вокруг тебя, полей и маленьких городков. В общем, виды, опять же, открывались безумно красивые. При этом дороги оставались такими же хорошими. Минимум это 2 полосы в одном направлении. Практически нету транспорта, небольшое количество грузовиков. В общем, двигаться одно удовольствие, даже в большой колонне. И это куда-то мы очень интересное место приехали. Смотрите, какой огромный дракон! Вот это да. Еще какой-то храм, что ли. Это прикольно. Впечатляет. Не, место, конечно, куда мы приехали, очень прикольно, зацените. Особенно впечатляет вот на заднем плане вот этот большой дракон. Вот что-что, но тайцы умеют делать всякие большие скульптуры. В храмах у них частенько там какие-нибудь Будды или еще что-то гигантские.
Вообще впечатляет. Ну и сама картинка. Но должен отметить, не очень-то мне и нравится ездить большой такой вот компанией. Мне кажется, я вчера вот, когда провожал друга по Бангкоку, обратно один возвращался, думаю, блин, так кайфово, так кайфово. Ты едешь сам, куда хочешь, без лишних вот этого шума, в своем ритме, в своем настроении. То есть, блин, я как-то... О, блин, нифига тут они летают. Я как-то слышал от одного, короче говоря, блогера, что, типа, блин, люди реально забывают вот с этими тусовками, с этими большими движухами, забывают о том, что на самом деле мотоцикл дарит тебе чувство свободы, чувство полета, и вот это вот оно все доступно только в одиночестве, когда ты едешь сам, куда тебе хочется, как тебе хочется, в твоем ритме, и вот с уединением, с природой, с дорогой и с твоим вот таким вот движением. Я абсолютно с ним согласен, и действительно в этом весь кайф. А вот эта вся движуха, ну это типа как клуб по интересам. Иногда можно там присоединиться, потому что друзья, знакомые какие-то, посмотреть там у кого какие байки, что нового послушать. Вот. Ну и все, наверное, на этом достаточно. Блин, вот он тут это летает, сумасшедший. А вот, собственно, сам кто управляет им. Вообще, он прям пролетел, наверное, в сантиметре от меня. Это было очково. Чисто зафоткались здесь все вместе на фоне вот этой статуи. Все уже разбегаются. Познакомился тут с амбассадором одним Royal Enfield в Таиланде. Прикольный парень, короче, снимаю здесь все на дроне. Надо у него побольше контента взять и посмотреть вообще, что он там снимает. Короче, интересные знакомства появляются опять. Снова по коням и отправились уже на третью локацию. Вообще очень классно, что мы практически нигде не задерживались на долгое время. Буквально хватало там 10-15 минут на то, чтобы посмотреть все вокруг, сделать несколько фотографий коллективных и снова по коням на новое место. Получалось так, что никто не скучал, и ритм всего путешествия был довольно такой активный. Куда-то мы приехали, выглядит как большое кафе. Наверное, время обеда. Уже почти 12. Да, что-то большое, красивое. Ресторан какой-то. Мне бы еще заправиться. На резерве уже 40 километров проехал. Красиво. Немножко от всей компании я тут оторвался. Уже все вон там где-то расположились. В общем, будут, я так понимаю, отдыхать, может обедать. Я только приехал. Кончился бензин, короче, я там на резерве уже 40 километров накатал. Думаю, спросил, короче говоря, они говорят, нет, мы типа группой не будем заезжать ни в какую заправку, все должны были с полным баком там быть. Вот. Я, короче, поехал на заправку один. Ну,
Ничего страшного. В общем, заправился. Сейчас разберемся, куда мне сесть, чего есть. В общем, продолжается наша движуха. Так, кто-то уже чилит. А здесь какая-то... Я даже не знаю, кормежка какая-то там происходит. Что раздают, непонятно. Сейчас посмотрим. Кто-то уже вон там кушает, наяривает. Какая-то бесконечная очередь. Пойду искать конец этой очереди. В общем, ну круто, что все организовано. Сейчас перекусим. Просто как саранча. Все заполонили, все подходы, все подъезды. Ресторан тут обогатится. Не успевают подносить продукты. Отчаянный чувак, он прям вот так вот ездит в этом противогазе, ни хрена не видно. На стиле. Вон он. Офигеть. Среди холмов и джунглей сделали вот такой оазис. Честно говоря, я не знаю, почему они вообще начали вырабатывать здесь вот эту вот породу. Но в конечном итоге, смотрите, здесь вырезали Будду. В общем, сделали такое место притяжения. А вот там построили стеклянный мост прогулочный. Я так понимаю, его хотят по периметру сделать. Может быть, какое-то святое место здесь, я не знаю. Но выглядит очень красиво. В общем, я пошел фоткаться, опять пропускают.เราคิดเป็น%มี100 บาททำบาทก็1%100 บาททำ10 บาทก็10%เป็นบารมีมี100 บาททำ50 บาทเป็นอุปบารมีใช่ไหมเรามี100 บาททำ100 บาทเป็นปรมัตถบารมีใช่เปล่าใจถึงหรือเปล่า Посмотреть все вокруг, конечно, безумно интересно, но если учесть, что это разгар дня, было очень жарко, и мы поехали дальше, потому что находиться под солнышком без движения безумно тяжело. С последней локации некоторые мотоциклисты поехали обратно в Бангкок, уже отдельно от основной группы, аргументируя это тем, что им довольно долго возвращаться обратно, и они бы хотели это сделать засветло. И уже в сокращенном варианте мы поехали на следующую локацию, как в дальнейшем выяснилось, это была последняя, но не менее красивая, чем все предыдущие. Да и сама дорога на эту локацию была очень интересной, потому что дорожки были уже узкие, извилистые и проходили по горной местности.
такие вот холмы. И опять открывается просто волшебное какое-то пространство. Плюс еще вот эти вот грозовые тучки немножко прилетели. Создают объемы. В общем, очень красиво. Единственное, я боюсь, что мы пойдем здесь под дождь. В общем, далеко видно. Смотрите, какой вид открывается. В долину просто. Ну и здесь небольшой храмовый комплекс. Такая смесь, вот можно видеть, просто природы, каких-то конструкций. Мне такие места очень нравятся. И воздух уже горный такой, немножко свежий. После сегодняшней жары это идеально. По-моему, даже дождик начал моросить уже. Вот такая кайфовая у нас сегодня поездка. Я так понимаю, это последняя локация. И дальше мы уже едем в Бангкок. Некоторые даже уже уехали, я так понял. Видимо, не у всех целый день свободный. Вот нас приехал. Но не все еще приехали. Очень мало людей, честно говоря, приехало. Но я слышу, там тарахтят. Блин, по-моему, экшн-камера не записала эту штуку. В общем, мы сейчас ехали по такому вот извилистому серпантину. И сейчас очень так буйно растет бамбук. И он вот такими вот ветками тонкими вылезает, короче говоря, на дорогу. Прям они такие длинные, на полдороги бывают ветки. И я одну такую задел. А бамбук, он же довольно крепкий. И он меня как за руль дернет. Ладно, я оторвал эту ветку в конечном итоге. Ну, то есть мотоцикл, когда ехал, оторвал эту ветку. Но я вот думаю, а если бы она оказалась покрепче, и она бы мой руль просто развернула, это была бы трагедия, наверное. Потому что ехал я довольно так активно. Плюс мы едем же в колонне. За мной еще мотоциклы, точно не среагируют. В общем, я уже потом, после произошедшего, проанализировал. В общем, всякие растения и тому подобное нужно прямо очень хорошенько объезжать. Неважно, что они кажутся тоненькие, хрупкие, там типа я их задену или еще что-нибудь. В общем, лучше от этого всего быть подальше. Урок. К сожалению, возвращение домой было как-то очень плохо организовано. Не было практически никого из мотоциклистов, кто были ведущими на протяжении всего маршрута. Все как-то неуверенно двигались. И я так понял, просто выбрали одного, у кого был включен навигатор в направлении Бангкок, и просто следовали за этим мотоциклом. Я посмотрел, что колонна двигается довольно медленно, да и у меня у самого был включен навигатор с таким же маршрутом. И, в принципе, я решил не ждать всех и отправиться уже в одиночное путешествие обратно, чего мне так хотелось все это время. И должен сказать, что я сделал абсолютно правильный выбор, потому что я ехал с той скоростью, которая была для меня комфортной, и, как оказалось, она была выше, чем у всей остальной группы. Я не переживал по поводу того, что рядом со мной движутся еще какие-то мотоциклы. Я старался держать со всем транспортом большую дистанцию, и от этого мне становилось комфортнее и увереннее на дороге. Лишь одно было плохо. Я не обратил внимания, что, оказывается, у меня закончилась карта памяти на экшн-камере, и я большую часть обратной дороги не заснял. В частности, ту часть, где я ехал под дождем. Ну, может быть, это и к лучшему. По крайней мере, ролик для вас будет чуть-чуть пока.
don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life through. Уже подъезжаю потихоньку к Бангкоку. Ехать еще, наверное, минут 30. Но повернул вот уже на основную дорогу в сторону Бангкока. И очень хмурое небо. И видно, что только прошел дождь. В общем, я решил одеть дождевик до того, как дождь начался. Вот. Чтобы сухим ехать. Потому что чувствуется, что уже даже прохладно стало. То есть дождь где-то очень рядом. Вот. Как-то так. Едем уже. Просто трасса, ничего интересного.